Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Иностранцы о России». Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Ну а мы начинаем. Переехавшие в Россию украинцы сильно удивились, как живут русские. Судя по опросам, большинство россиян уважает правительство и считает, что оно сделало для страны очень много. Конечно, это не повод останавливаться на достигнутом. России есть к чему стремиться. Не секрет, что многие жители страны имеют претензии к дорогам, работе ЖКХ и так далее. Тем временем гости из других стран бывшего СССР, приезжая в Россию, с удивлением слушают об этом. По их мнению, жалобы россиян – это несерьезно. Украинский видеоблогер Олег, переехавший в Воронеж, не устает удивляться российским реалиям. Например, тому, как в России следят за культурой поведения в общественных местах. Даже такая мелочь, как простые объявления ЖКХ, вызывают у него положительные эмоции. Например, он показывает, как в подъезде, уютном и чистом, висят напоминания о том, что нельзя выбрасывать мусор в неположенных местах, вытряхивать коврики на лестничной площадке, бросать окурки из окон и шуметь с 2 до 4, потому что в доме много маленьких детей. Обычная вещь, к тому же несложная для исполнения, однако, по мнению Олега, это пример маленькой, но реальной заботы о людях. Больше всего, кстати, украинца поразило то, что власти не дают россиянам мерзнуть, а включают отопление по мере надобности. Самое удивительное, что дали не по отопительному сезону, а по погоде, рассказывает Олег. В Воронеже уже было прохладно, они заботятся о людях, и это очень радует. Другой блогер из Украины, Татьяна, без обиняков, заявляет, что многие жалобы россиян вызывают у нее искреннее удивление. Например, такая любимая русская жалоба, как претензии к состоянию дорог. Когда мы приехали в Россию, то были поражены дорогам. Может, я чего-то не видела, но я слышала, что и в Москве жалуются на плохие дороги, недоумевает Татьяна. Бывают лучше? Ребята, если вам кажется, что ваши дороги плохие, вы зажрались, ребята, резюмирует украинка. Кроме того, Татьяна высоко оценила состояние окружающей среды в России. В то же время об украинской экологии она рассказывает по-настоящему пугающие вещи. Судя по ее словам, власти Украины совершенно не заботились о здоровье народа, позволяя предприятиям под шумок выбрасывать в воздух вредные вещества. В родном городе Татьяны несколько таких заводов. Разумеется, о выбросах никто ничего не говорит. Тем временем, рассказывает Татьяна, у ее ребенка могли безо всяких причин подняться температура или начаться рвота. И это случалось во время химических выбросов, о которых ей сообщали работающие на заводе знакомые. Все ходят и говорят, в Москве нечем дышать. А я, вы не поверите, стою возле дороги, недалеко от парка, и не могу поверить, что воздух очень свежий, смущенно признается Татьяна. Меня это очень поразило. Разумеется, все познается в сравнении. Многие вещи, которые в России воспринимаются как должное, удивляют украинцев. Хотя, казалось бы, там население всем сердцем рвется к культуре, желая попасть в Европу. Но это в теории. А на практике, как оказалось, Россия тихо и без лишнего шума уже давно насаждает культуру в стране, не опираясь на помощь Запада. Друзья, всем спасибо за просмотр и до новых встреч!